Всем привет! Сегодня, как вы поняли, речь пойдет о зарядных устройствах, о китайских зарядных устройствах. То есть я взял вот такую зарядочку, которая у нас указана на 2 ампера, и которая приехала мне в комплекте с каким-то из инструментов. Зарядкой пользуюсь очень часто, видите, она уже вся такая грязная, находится в гараже постоянно. Потом у нас идет 2 реплики на Makito, которые приехали мне, собственно говоря, из того же магазина, что и аккумуляторы TP-Cell. И на данной зарядке у нас указан ток заряда 4 ампера. Есть жалобы от людей, что она заряжает 3 амперами. И вот недавно приехало такое зарядное устройство. На борту указано 6 ампер. Опять же есть жалобы, что она заряжает 5 амперами. Вот подписчики либо зрители меня попросили, говорит, проверьте эти зарядки. Что тут так или что тут не так. Значит, сейчас я поставлю на паузу камеру, все это дело разберу, и мы с вами продолжим. Итак, берем 2-амперную зарядку, вскрываем, смотрим, что и как у нее на борту находится. Вот так она собрана. Имеется 2 светодиода, заряд и окончание заряда, будем так называть. Все зарядки, обратите внимание, заряжают у нас наш аккумулятор по минусу и вот по короткому этому плюсовому контакту. Буквально все зарядки. Подключаем аккумулятор. Аккумулятор полностью высаженный. Вот видите, пустой аккумулятор. Для того взял, чтобы как можно большим максимальным током все это дело проверить. Так, как же тут влезть? Так, вот так, наверное. Включаем в сеть. Пошел заряд. Итак, есть у меня такие вот клещи. Клещи довольно точные, но, правда, предел у меня здесь есть 600 и 1000 ампер. Будем проверять на 600. Постоянку ставим, и у нас нули. Ну и что, смотрим, что да как у нас заряжается. А у нас заряд идет, друзья, вот плохо что, 2,2 ампера. 2,1, 2,2 ампера. То есть данная китайская зарядка, считаем, полностью честно. Видите, скачки идут 1,7, 1,8. И обратите внимание, что это зарядное устройство постоянным током заряжает наш аккумулятор. В отличие, вот, наверное, от 4-амперного этого устройства, где идут такие пульсации. Ток идет, ток не идет. Вот, с этим мы разобрались, это мы проверили. То есть для такой комплектной зарядки, я бы сказал, тут все по чесноку указано, да? 2 ампера есть, 2 ампера указано. Так, берем следующую зарядку по заявлению 4 амперку. Вскрываем. Ну и вот так она собрана. Друзья, извините, плату внизу открывать уже не буду. Хотя, что не буду, наверное, ее можно и вынуть, чтобы вы посмотрели, как все здесь устроено. Пайка достаточно хорошая, сборка, в принципе, приличная. Нареканий у меня как бы не вызывает. Так, ну что ж, включаем в данное зарядное устройство аккумулятор. Так, светодиоды видны. Наверное, мы сделаем вот так это все дело. Так, где же наш кабель? Пошел заряд. Измеряем зарядный ток. Зарядный ток 3,6, 3,7 ампера. 3,5 вот идет падение. Так, что у нас тут? Ах, да, вот про что я и говорил. Видите, такие пульсации. 3,4 ампера держит, и сейчас будет падение. Хоп, падение. Потом опять пульс. Опять пошло 3-4. К сожалению, вот так. Вот, наверное, видно. Немножко подержу, покажу. Сейчас будет падение. Падение. Заряд. И вот таким образом данное зарядное устройство заряжает аккумулятор. То есть работает что-то по типу, вот как автомобильные зарядки с режимом восстановления. Вот такими пульсами дает. 3,4 ампера, 3,3. Ну, в принципе, близко все-таки к 4. Но, да, тут уже много-много как бы не хватает. Поэтому будем считать данную зарядку 3-амперной.
Так, выключаем. И приступаем к шестерочке. А вот по шестерочке, друзья, сейчас я вам расскажу историю. Так, берем 6-амперную зарядку. Боже, это путаница. Вот, скажу сразу, что зарядка мне приехала в нерабочем состоянии. Написал я продавцу вопрос, почему так и что. Вот, он говорит, что эти зарядки, да, действительно, типа, бывают такие случаи. А еще я спросил, увидел, что нет в магазине вот таких 6-амперных зарядок у него. И вот такие зарядки уже указано, что они 3-амперные. Не поленился, задал ему вопрос, что случилось. И он то же самое ответил, что поступали жалобы от людей. То есть, что люди писали, что здесь всего лишь 3 ампера, а здесь всего лишь 5 ампер. Мы с вами пока это, конечно, не проверили. Вот и мы решили все это дело, чтобы было честно, указывать. То есть 4-амперки они переименовали в 3-амперки. А вот такие зарядки, немного видоизмененные, уже продаются под видом 5-амперных зарядок. Поэтому продавец, как вы видите, поступает все честно. Все это дело поменял и заменил. Ну а нам остается разобрать и проверить данную зарядку. Выполнено довольно качественно. Но приехала, видите, с небольшим огрехом. Занес на работу и с коллегой нашли такое вот дело. То есть один из 2 полевых транзисторов, по-моему, вот этот, был у нас перегоревший. Постоянно в открытом состоянии. Товарищ нашел замену. Не точно такой, подходящий примерно по характеристикам. Установил, запаял он это все дело, и вуаля, зарядка начала работать. Ну а мы с вами сейчас все это дело, конечно же, и проверим. Так, только я достану провода. Чтобы все это дело было удобнее. Так, ну что, подключаем. Так, все подключено, все безопасно. Ну что, давайте включаем сеть и смотрим. Пошел заряд. Измеряем. У нас все так же нули. Тут 0,1 какое-то, да. И у нас показывает ток 5,6 ампер. То есть, что же близко к шестерке. Кто будет говорить, что у меня тестер неправильно показывает, тестер проверен, все отлично. Вот 5,5, ну короче, пол-ампера у нас не хватает примерно здесь, да, и пол-ампера у нас не хватает здесь. Здесь также зарядное устройство работает пульсами, видите, такими, то есть высокий ток, и сейчас сбросит ток. Хлоп, и сброс произошел до 2 ампер. Опять 5,4 и 2 ампера. Вот такие дела, друзья. Так что мы с вами проверили. Да, действительно, тут не хватает по пол-ампера. Но я бы не сказал, что это так уже сильно критично. Но продавец пошел, видите, на такой отчаянный шаг. Поуказывал с занижением, получается. В некоторых зарядных устройствах я смотрел обзоры. Вот в таких именно шестерках. Видите, здесь установлено 3 светодиода. Плюс желтенький. Желтенький светодиод обозначает, что какая-то есть проблема с аккумуляторами, нужно его ремонтировать. Так вот, в некоторых зарядках такого образца данного светодиода практически вообще нету. Просто пустое место. А так, здесь есть кулер, который срабатывает во время подключения аккумулятора. Кулер также останавливается во время полного заряда. Имеется отверстие, куда он дует, но дуть ему некуда, так как в нашем аккумуляторе нет отверстия под обдув, под охлаждение. На сегодня заканчиваем с данным видео вопросом. Всем спасибо, что были со мной. Надеюсь, я вам что-то где-то показал, прояснил. В принципе, и вам, и себе стало понятно, что к чему и как. На этом всем огромного здоровья. До новых видео. Пока. Ты заходи, если что.